Привет, народ! И в этом видео мы поговорим о том, что большинство людей не видят, что происходит сейчас на крипторынке, и почему богатые продолжают богатеть, а бедные беднеть. Видео будет очень интересным и полезным, поэтому заранее влепите лайк, он бесплатный. Подписывайтесь, если вы здесь новенькие, а мы погнали! Давайте начнем с того, почему богатые продолжают богатеть, а бедные беднеть. Все максимально просто. У нас, как принято в нашем СНГ обществе, это отлаживать хотя бы какую-то копеечку, там желательно еще в долларах. Но люди не понимают, что доллар обесценивается с годами. И они эти доллары накапливают, но это просто бесполезные бумажки. Почему богатые богатеют? Потому что они накапливают активы. Они накапливают недвижимость, они накапливают редкоземельные металлы, они накапливают биткоин и разные другие активы, которые ограничены своей эмиссией и которые дорожают с годами. Поэтому есть разница между богатыми и бедными. Бедные это никогда не понимали и почему-то не понимают. Даже если посмотреть на график биткоина, включаем логарифмический график, и мы видим, что биткоин с годами только дорожает по отношению к доллару. Посмотрите, это бесконечно восходящий тренд к доллару, потому что доллар обесценивается, активы дорожают. У нас биткоина всего 21 миллион. Представьте, 21 миллион, больше не может быть, не напечатано, ничего никак, не случится больше. 21 миллион, при этом большая часть уже добыта и удерживается крупными капиталами. Что будет с ценой биткоина, когда будет дикий спрос? Сейчас вот Nvidia начали покупать биткоин. Apple разрешили в США оплачивать покупки в криптовалюте. Все идет к тому, что биткоин будет дальше востребоваться и то, что компании будут его накапливать. Но опять же, всего лишь 21 миллион биткоина. На всех не хватит. Что происходит с ценой, когда у нас очень большой спрос, но при этом маленькое предложение? Цена очень сильно растет, потому что продавцы могут ставить любую цену, так как они владеют эмиссией. А у тех, у кого нет биткоина, они хотят его купить, они будут его покупать по любой цене, потому что у них нету, и они хотят купить, а актив ограничен. Поэтому те, у кого будет биткоин, они будут сами диктовать свою цену на данный актив. И биткоин это единственная криптовалюта, которую надо накапливать с годами. Потому что по отношению к биткоину альткоины всегда падают. Есть такой небольшой период времени, который называется альт-сезон. Он идет буквально несколько месяцев в конце каждого цикла. Вот как раз таки мы к нему сейчас подходим. И тогда альты, они превосходят по росту биткоин. Но сейчас этого пока что не наблюдается. И это отличная возможность, чтобы накапливать альткоин. Лично я накапливаю и покупаю. Хотя это кажется, что вот ты, придурок, покупаешь альткоин. Они же падают. А вот один биткоин растет, нужно покупать биткоин. Когда вот здесь вот все говорили, что нужно покупать альткоин, а биткоин скам будет дальше скамиться. Люди точно так же говорили, что вот, биткоин говно, покупайте альткоины. В итоге биткоин вырос. Сейчас, когда биткоин уже вырос, люди говорят, нужно покупать биткоин, альткоин и скам. Что будет дальше с ценой биткоина? Это будет самое интересное. Да, она может еще вырасти, но в любом случае большую часть роста уже будет давать, скорее всего, альткоин, так как будет перелив ликвидности из биткоина в альткоины. Потому что, когда всем очевидно, что биткоин же, вау, это круто, он вырос, поэтому ему нужно покупать, тогда уже тренд разворачивается и идет в сторону альткоинов, когда альткоин начинает больше давать доходность, чем BTC. Так всегда происходит в рынках, можно на истории это все следить, посмотреть по чатам, как люди были настроены, и понять, почему ритейл никогда не зарабатывает, потому что он никогда не угадывается движением цены. Когда вот нужно покупать, когда активы крайне недооценены, крайне. Вот открыть график тот же эфириум к биткоину, да? Эфириум крайне недооценен по отношению к биткоину. Находится на отметках 2019-2020 года, либо даже 2016 года, вот здесь вот. Вы понимаете, насколько эфириум недооценен? И когда нужно покупать? Когда эфириум здесь находится по отношению к биткоину, когда все говорят, эфириум там по 3000, по 4000, это эфириум, это будущее DeFi, это топовый актив. Либо когда все говорят, что эфириум скам, и он крайне недооценен. Когда нужно покупать? Разумный инвестор скажет тогда, когда большинство боится. Нужно покупать на страхе и покупать тогда, когда актив недооценен. То есть прямо сейчас. Это не финансовая рекомендация, это лишь мой опыт и то, что происходит на графиках. Вы можете это сами все следить, настроение по чатам, цену на графике. Вы сами это можете отсмотреть, все посмотреть. И большинство людей, они как оценивают актив? Они вот заходят на актив, да, и смотрят его цену. Ну блин, это же говно какое-то, посмотрите, он падает. Он падает и не хочет расти. Или давайте даже на примере Aptos, мне кажется, это будет более лучший пример. Один из моих любимых альткоинов, Aptos, посмотрите. Токен стоит боковик, то есть торгуется в одном рейнже, находится в накоплении, где крупный капитал набирает позицию. И большинство людей смотрят, ага, ну Aptos же вот на дне, 5 баксов стоит говно. Стоил там по 19, по 20 баксов, сейчас уже стоит 5, не надо покупать это говно. А когда он будет здесь, либо когда он будет здесь по 50 баксов, либо по 100 баксов, я буду говорить, Aptos это будущее. Там же сидят Франклин Темплтон, там же BlackRock и фонды сидят. Это будущее DeFi и мира финансов. Вот тогда будут люди покупать. Не сейчас, когда актив недооценен и когда люди не видят. Большинство людей смотрят на цену, они не смотрят фундаментальные показатели. Давайте перейдем к фундаментальным показателям и посмотрим, что там происходит с Aptos. Перейдя на DeFi, мы можем посмотреть TVL. TVL это заблокированная
стоимость это сколько денег лежит в протоколе. В стейкингах, в займах, в DeFi, сколько лежит денег всего. Вот настоящие бабки. В Aptos сейчас лежит практически 1,2 миллиарда долларов. Нажимаем Aptos и смотрим, что происходит с TVL. То есть с количеством денег в протоколе. Посмотрите, как оно растет. Цена Aptos снижается, но количество денег в протоколе становится все больше и больше. Люди заносят туда деньги для стейкингов, для займов, для еще что-то, для трейдинга на дексах. И деньги в экосистеме растут. То есть денег становится больше. У Aptos крутые партнерства с топовыми фондами. У них очень много инвеста и крутая команда. Они развиваются в сфере DeFi, также искусственного интеллекта и токенизации активов. И люди это не видят. Они лишь видят, что цена 5 баксов, было 20, стало 5. Поэтому токен скам. Они не видят фундаментальные показатели, которые говорят о том, что крупный капитал накапливает позицию в данном токене. То, что фундаментально токен очень сильный и в нем растет TVA, то есть деньги, напрямую вот деньги, настоящие бабки, бумажки, вот которые ритейл любят, вот эти бумажки бесполезные, которые печатают. Они растут в этом проекте. Посмотрите, 1,2 миллиарда. При этом посмотрите, что с токеном, просто в обратную сторону график вниз. Также можно и про другие любые альткоины сказать. Токен Arbitrum, TVL 2,3 миллиарда долларов. Что с ценой токена на Arbitrum? Давайте посмотрим. Arbitrum скам. Просто скамина. Посмотрите на его цену. С пиков он упал, давайте до текущих даже отметок, это 86%. Но это же скам, посмотрите, зачем такое покупать? Это же говно, которое никому не нужно. Мы же будем покупать по 4, по 5 долларов Arbitrum. Когда он стоит там 33 цента, нафиг он нужен нам? При этом в протоколе, в этом бесполезном L2, как говорят блогеры, TVL 2,3 миллиарда долларов. И он удерживается достаточно-таки хорошо и растет. Это значит, что в проекте есть деньги, опять же, во всяких DeFi протоколах, в стейкингах, в ликвидности есть 2,3 миллиарда настоящих бумажных долларов. И это говорит нам о том, что проектом пользуются, и он нужен людям. Когда все остальные блогеры говорят, что L2 бесполезны, их целая куча, и они никому не нужны. Но посмотрим, когда будет Arbitrum стоить по 3, по 4, 5 баксов, как они будут говорить. Они будут говорить, что Arbitrum это технология, покупайте. Когда вот он крайне недооценен, конечно, вам никто об этом говорить не будет. Опять же, это не финансовая рекомендация, это лишь мой опыт, факты и цифры. Я предпочитаю опираться на факты и цифры. Вы, я не знаю, там как опираетесь на мнение блогеров, либо на свое собственное. Но опять же, каждый делает свой собственный выбор. Просто хочу вам показать один из графиков. Это М2, то есть денежная масса. В США М2 растет, в Японии М2 растет, в Китае просто параболически, просто так вот в график вверх. Посмотрите вот на это вот. Евро в Европе, график М2 растет, денежная масса, деньги печатаются. Люди охотятся за деньгами, там побольше валюты накопить, но эту валюту просто банки и Федеральная резервная система просто печатают. Это, ну, для них это фантики, бесполезные фантики, и люди гонятся за этими фантиками. Нет, чтобы накапливать настоящие активы, те же, это тоже биткоин, это менее рискованный актив, но более рискованный это альткоины, которые в любом случае будут расти на дистанции, потому что денег становится больше, но это просто, как бы активы будут расти, потому что деньги будут вложиться в активы, в акции, в недвижимость, в крипту, фонду, в любом случае все будет расти, потому что денежные массы растут. Вот вам денежная масса в США. Вот люди, которые накапливают доллары, да, допустим, возьмем, вот они 60 лет накапливали свои доллары, да, и денежная масса с этого момента, как они накопили свои доллары, увеличилась в 2 раза. Значит, денежная покупательная способность данных денег, которые они 60 лет накапливали, уменьшилась в 2 раза, то есть в 30 лет. То есть вы прикиньте, человек 60 лет копил доллары, откладывал там себе на пенсию, но при этом денежная масса, просто печатный станок запускается, и деньги у человека буквально отбираются. Хотя, ну, никто не знает, что там у него есть, нет деньги. Просто за счет печати денежная покупательная способность ваших долларов, она падает. Сами можете посудить, допустим, те, кто там достаточно такой, как, не знаю, старенький, не старенький, ну там в 2005 году, в 2006 году, что вы могли купить за 100 баксов? Что вы сейчас можете купить за эти 100 баксов? Ну, разница просто колоссальная, потому что денежная масса продолжает расти. И те, кто накапливает доллары и думают, что вот, мы там в самой топовой валюте мира, эта валюта тоже обесценивается. Если вы храните деньги вообще в рублях, либо в каких-то там других национальных валютах, это полнейший скам. Там вообще полный скам. Если там у доллара хотя бы инфляция там около 7%, да, то остальных валют там просто, ну, как бы, забейте, ребят. Если вы храните деньги в какой-то валюте, то вы просто становитесь бедным. Я не говорю, что не нужно хранить доллары. Обязательно должна быть какая-то подушка, желательно из долларов, которую вы потом сможете потратить для покупки. Допустим, на тех проливах, которые происходили, вы могли закупиться спокойно, сейчас бы сидели в плюсе. Всегда должен быть кэш на запасе. Но большая часть денег должна находиться всегда в активах, потому что активы на дистанции растут. Потому что деньги печатаются, они
обесцениваются. И это фундаментально важный показатель, почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Потому что бедные не видят того, что сейчас происходит, не видят того, что денежная масса растет. Они не обращают на это внимания, они думают, что вот у них там $100, и через 5 лет это те же $100. Нет, ребята, это уже не те же $100, потому что денежная масса за это время выросла, и покупательная способность ваших долларов падает. Это даже видно на ценах на недвижимость, сколько недвижимость стоила, допустим, 20 лет назад, и сколько недвижимость стоит сейчас. Ну, колоссальная разница. Это все открытые источники, открытая информация, можете это сами все проверить. Я в своем анализе роста будущего цен на криптовалюты опираюсь на фундаментальные факторы. Я вижу, что происходит, я вижу, что банки накапливают. Крупные капиталы, фонды всякие накапливают. Тоже Strategy, Майкл Сейлор, он просто, он каждую неделю покупает биткоин. Каждую неделю, вы прикиньте. И там, не на какие там, 10 миллионов долларов, там, на миллиарды долларов он покупает. Это просто жесть. И он покупает просто так, чтобы обнулиться. Другие фонды запускают ETF, чтобы обнулиться. ETF на альткоины подаются, чтобы обнулиться. Нет, ребята, поверьте мне, то, что нас ждет дальше, большинство к этому не готовы. И большинство выйдут на первом же отскоке, потому что вот мне альта надоела, она заскамилась, я чуть не потерял свой депозит, выйду хотя бы в безубыток. И дальше начнется самое интересное. Это не финансовая рекомендация, это лишь мой опыт. Смотрите, Apple снимает ограничения. Теперь в США можно оплачивать криптовалютой внутренние покупки внутри Apple Store. Nvidia начинает покупать BTC. Пока что не раскрывает на какую сумму, но начинает покупать BTC. Помнится, мне Google отказывались и Microsoft от того, чтобы, биткоин там очень рискованный актив. Ребят, поверьте мне, рано или поздно все компании придут к тому, что начнут накапливать BTC. Но я напомню вам, что BTC всего лишь 20 миллионов, на всех не хватит. И те, у кого будет биткоин, они будут диктовать цену на данный актив. И то, что биткоин будет стоить $1 миллион, как говорит Артур Хейс там, к 2027 году, у меня вообще никаких сомнений, потому что эмиссия ограничена, а банки, у них реально крупный капитал, там миллиарды долларов, и они эти биткоины просто выкупят. У ритейла останется ноль, ничего, потому что ритейл будет дальше продолжать беднеть, пока богатые будут богатеть. Потому что богатые вкладывают деньги в активы, бедные вкладывают деньги куда? В валюту! Доллары, евро, валюта номер один. Можете дальше вкладывать деньги в свою валюту, и потом посмотрим, что будет на дистанции 20 лет. Вы можете посмотреть на цене биткоина, что было 20 лет назад и что сейчас. Поэтому, ребята, выбор за вами остается, куда вкладывать свои деньги. Это не финансовая рекомендация, потому что большинство ищет, чтобы заработать прямо здесь, сейчас. Типа, вот я вложил в альткоин, он там 10 иксов там, на завтрашний день. Такого не бывает, ребята. Если вы гонитесь за быстрыми деньгами, точнее, ладно, такое бывает, но это очень редко, и на это не стоит надеяться. Но если вы гонитесь за быстрыми деньгами, вы гарантированно оставите деньги в рынке криптовалют. Только побеждают здесь те, кто готов держать, и те, кто настроен в долгосрок, и понимают, почему будет расти криптовалюта, и в принципе активы в целом. Также видно, что отток эфира, отток BTC с бирж просто на максимальных уровнях. Вы понимаете, что биткоин и эфир выкупаются и выводятся с бирж, то есть их становится все меньше и меньше. Хотя когда придут крупные покупатели, когда компании там наконец-таки созреют, когда созреет ритейл, когда начнется печать денег, снижение ставок, когда у людей появятся деньги, они начнут покупать, а токенов-то нету, что ты будешь покупать? Становится мало и мало токенов, и те, у кого есть токены, они будут диктовать цену на данные активы. Это все фундаментальные показатели, которые я публикую в своем телеграм-канале Bendy Gang, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка находится в описании, чтобы понимать, что происходит в рынке криптовалют и разбираться, куда идет рынок. Также у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза, у нас уже 50 участников. Если вы хотите вступить в Криптобазу, это можно сделать по ссылочке в описании. Здесь находятся у нас сигналы по трейдингу, я даю сигналы по трейдингу, куда заходить, какие сделки и многое другое. Потом, что у нас здесь есть? У нас по трейдинг, тут у нас даются мемчики, у нас вот человечек торгует мемчиками активно, прям, смотрите, у него иксы постоянно летят. 9 иксов, бам, 2 икса, бам, 2 икса, бам, 8, 3, 2. Поэтому те, кто хотят торговать мемкоинами, тоже могут сюда залетать. Далее у нас есть образование, вкладочка, очень много полезных статей, сливы с приватных сообществ, сливы с других приватных сообществ, слезы Сатоши, вот этот главный хомяк, который всех в альткоины засадил. Потом Павел Пшава, трейдер росте на 20, випка, куда вы так просто не попадете. Вот, и это все здесь тоже есть, сливаются информация с других приватных сообществ. Вкладочка инвестиции, что лично я покупаю, делаю со своим портфелем. Сливы курсов, здесь огромная база платных курсов, которые стоят десятки тысяч долларов, вы это все получаете, если вступите в криптобазу. Также есть курс по трейдингу, где вы можете обучиться торговле абсолютно с нуля. Курс по DEX торговля, обучиться торговле на дексах, мемкоинам и многое другое. Короче, если хотите более подробно ознакомиться, что есть в криптобазе, по ссылочке в описании ныряйте, ознакомьтесь и вступайте. Ну что, надеюсь, я смог вам чуть-чуть приоткрыть глаза, понять, куда стоит смотреть, что происходит с рынком криптовалют и что нас ждет дальше. Если вы открыты, вы можете читать информацию и понимаете, смотрите масштабно, вы поймете, что нужно делать. Если вы ищете мнение какого-то чела, что мне купить, что мне продать, то, вероятнее всего, вы все деньги оставите в этом рынке. У вас должно быть свое собственное понимание, куда идет рынок и почему он туда идет. Если вам это видео было полезно, то влепите ему лайк, он абсолютно бесплатный. Подписывайтесь, у меня много полезной информации про криптовалюту. Ну а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!